Всем привет! Genshin Impact. 111 серия. 111. Капец. Вообще не верится на самом деле. Ну что, сегодня мы будем проходить сюжет Сумеру. Путите. Вот, у нас есть Инмерсуль, это дерево мировое, которое мы увидели в видении. И мы должны поговорить с Тигнари, сходить к этой женщине, которая нас проигнорировала на прошлом стриме, на позапрошлом. Вот. Пими, здравствуйте, Анзай, здравствуйте, Гстел, здравствуйте, Нуна, здравствуйте. Анна, Мика, Куси вам. Куси вам. Это кто? Назад в зиму. Назад в зиму? Подождите. Он что, уедет? Он может уехать? Мы по традиции выполним один дейлик манштатский, посмотрим, что там как. Почему квест называется «Назад в зиму»? Он всегда так назывался? Всем здравствуйте, погоди. Здесь в анонсе. Да? Извинитесь, пожалуйста, извинитесь. Все, я изменил. Я анонс неправильно сделал. Простите, пожалуйста. Пими, здрасте. Ты бы знал, что в Сумеру будет. Молчи. Казухини, привет. Сейчас поговорим с Виктором. Виктор? Сейчас посмотрим. Да, Виктор. О, наконец-то я возвращаюсь домой. Серьезно? Уезжаешь на родину, Виктор? Это ты. Именно так. Недавно я получил приказ вернуться в Снежную. Меня вроде как переводят к другому предвестнику. Я больше не обязан ждать дальнейших распоряжений в Манштате. У кого именно я окажусь в подчинении, пока неизвестно. Только бы это был не Скоромуча. Скоромуча? Это разве не босс какой-то? Типа дракон, нет? Когда ты отбываешь? Об этом еще не сказали, пока я должен собрать вещи и быть готовым к отъезду. Ох, наконец-то смогу покинуть эту дыру, и больше не придется снова сносить пренебрежительные взгляды монашек. Да, путешественница, раз уж мы так давно имеем с друг другом дело, не окажешь ли мне последнюю услугу? Все как всегда. Ты делаешь дело, а я плачу. Со мной ты не потратишь время даром. О чем расскажешь на этот раз? У тебя всегда найдется что-то интересное о Фатуи. Ха-ха, знаешь, больше у меня истории о Фатуи нет. На этот раз плата звонкой монетой. Что скажешь? Ну, только если тебе не захочется послушать истории, какие я обычно рассказываю Лили. Что я могу для тебя сделать? Ты все еще играешь с Лили? Время от времени. Буду откровенен. На этот раз моя просьба имеет отношение к ней. За исключением тебя, Лили единственная во всем Манштате, кто пожелал выслушать злого дядю Фатуи. Вряд ли я когда-нибудь вернусь в Манштат, поэтому мне бы хотелось подарить ей что-нибудь на память. Но, как ты понимаешь, если я выйду за покупками, на меня... Что? На меня в негодовании уставится весь город. Так что прошу тебя помочь, путешественнице. Сходи к Миджори и посмотри, нет ли у нее подарков, которые бы понравились ребенку. Так, ты только из фургона не заманивай ее, окей? Окей. Удачного стрима тебе, спасибо большое. Виктор за тобой поедет. Что? Он Сумер. О, я же просил. Ну какой в Сумеру будет Виктор? Я же просил мутить тех людей, которые пишут спойлеры, и их сообщения будут пропадать из чата. Зачем вы так со мной поступаете? Да, дракон. Скоромуча. Дидиксайд. Мау. Пончик, здрасте. Ремка, привета. Извините. Ну, конечно. Надо было раньше, все. Сейчас уже все беда.
Так, Миджори, здравствуй, путешественница. Что я могу сделать для тебя? У тебя есть подарки для детей? Для детей? Минуточку. Вообще-то недавно я попробовала смастерить детские игрушки. Вот только на игрушки... Секунду. Вот только на игрушки эти уходит много краски и волчьих крюков, а они у меня закончились. Я попросила Шустера, кто это, принести мне их, но он до сих пор не вернулся. Путешественница, отыщешь для меня Шустера? Я могу принести тебе ингредиентов. Когда волчьих крюков будет достаточно, я сделаю для тебя такую игрушку. Куда ушел? Он сказал, что будет собирать волчьи крюки рядом с Вельфиндомом. Можешь посмотреть там. Я рассчитываю на твою помощь, путешественница. Я мог тебе просто принести это и все. Зачем ты меня посылаешь, непонятно куда? Да, это оно. Ну вот отсюда. Я просто так пульнусь. Так. Какой-то спойлер прямой. Я же мог увидеть его, сказать: ах ты тварь, зачем ты пришел, вот это все, а теперь у меня не будет вот этого всего чувства ненависти к нему. Я буду знать. Я могу только заблокировать. Как это? Лена говорит: привет. Спасибо за подписку. Помогите, спасите кто-нибудь. Ты чё? Опять обижают маленьких. Спасибо тебе, путешественница. Эти чудовища не прекратили преследовать меня даже после того, как я добежал до сюда. Ты пришел собирать волчьи крюки? А? Да, меня об этом попросила Марджори. Марджори? Я думал, это Миджори. Марджори. Внезапно. А почему ты пошел один? Не стоит заходить так далеко в одиночку. Лай, спасибо. Да, ты права, я и сам понимаю. Но волчьи крюки есть только в Вельфиндоме. К тому же в местах, что побезопасней, все волчьи крюки уже сорвали. Мне ничего не оставалось, как пойти вглубь. Впрочем, не будем об этом. Ты не могла бы передать эти волчьи крюки Марджори? Нет, Марджори? Мне нужно передохнуть. Меня эта беготня здорово вымотала. А у меня есть волчьи крюки. Зачем мне твои? У меня классные. Ой-ой. Да. Покемон, привет. Когда мы проходим сюжет, ты же знаешь, ты же был на стримах. Путешественница, ты нашла Шустера? Марджори. Это Марджори. Чат, это Марджори. Серьезно, это Марджори. Элиот, спасибо. Конечно, он велел передать эти волчьи крюки тебе. О, спасибо большое. А когда Шустер вернется, я заплачу ему. А мне? Ах да, ты ведь искала подарок для ребенка. Секундочку. Марджори начала делать подарок. Внезапно, Марджори. Готово, вот это тебе. Спасибо, что принесла волчьи крюки. Такая кукла с приятным ароматом обязательно понравится детям. Мне кажется, я участвую в чем-то нехорошем. Почему я участвую? Злой дядя Фатуис делает игрушку, чтобы подарить ребенку. Есть у этого всего определенный контекст. Я надеюсь, что он неправильный. Подарок, который дала вам Марджори, детям должно понравиться. Бента на случай непредвиденных обстоятельств, которые Тигнари приготовил для Хайпассии. Пайман заглянула внутрь и увидела там несколько традиционных блюд сумеру. Выглядит очень аппетитно. Илочка, привет, спасибо. Письмо Хайпассии. Письмо Хайпассии от Тигнари. В письме он кратко представляет вас Хайпассии, рассказывает обо всем, что случилось с вами после прибытия в Сумеру и выражает надежду, что Хайпассия может ответить на ваши вопросы. Да, это мы сейчас пойдем проверять, проходить.
Покемон, я не понимаю, у меня что, все люди с амнезией пришли на стрим? Так, чат, выйдите все из чата и зайдите нормально, вы что несете? Всегда, когда сюжет, когда мы читаем, чатик отключен. Почему у меня чат с ума сошел? Так. Ну как, нашла подарок? Ага. А ты дельный человек. Дай-ка взглянуть. Что это? Какая-то кривая кукла и выкрашена непонятно чем. Но пахнет неплохо, это да. Слушай, разве можно дарить такое детям? Это порекомендовала Марджери. А тогда пришли в подарок что-нибудь из Снежной. Я так и хотел поступить, но, полагаю, по ссылке от Фатуи в Манштате сразу же арестуют Ордо Фавониус. Ладно, эта кукла тоже сойдет. Так, куда бы вложить письмо? Ага, вот сюда, снизу положу. Ты, Лили, даже письмо написал? Так, ерунда всякая, оно тебе не надо. Пожалуйста, возьми этот подарок и передай Лили. Она должна быть где-то в районе площади. Как бы... Что? Как бы вытаращился на меня Рудольф, если бы я вручил Лили подарок лично. А можно прочитать, что там написано? Я хочу прочитать письмо, вдруг там реально что-то плохое. Подарок, который дал вам Виктор, кажется, внизу прикреплено письмо. Прочитай, мать, ну вдруг, мало ли что он там ребенку написал. Алло, Полина, доброе утро. Осуждаю. Вообще непонятный дядька. Он вообще пес на самом деле. Рудольф. Ой, беда. Ой, беда. Ли, не разговаривай с этим дядей Фатуи. Почему? Мы с дядей Фатуи рассказывали друг другу столько разных историй. Ли, это тебе подарок от Виктора. Ух ты, подарок от дяди Фатуи, спасибо. Постой, зачем Фатуи дарить что-то Лили? Что он задумал? Затем, что я приглашала его поесть, потому что он поэтому и дарит мне подарки. Лили, дядя Фатуи нехороший человек. Но он рассказывал мне истории, он хороший. Это прощальный подарок от Виктора. А почему дядя Фатуи уезжает? Ох, ладно, хорошо, что он уезжает. Не нравится мне, что он Лили каждый день, что он с Лили каждый день разговаривает с ним. Папа, я хочу попрощаться с дяденькой Фатуи. Ох, Лили, лучше держись от него подальше. Но почему? Этот Фатуи, он добр ко мне. Он рассказывает мне истории, много историй, он правда хороший. Лучше слушай папу. Не все так просто. А подрастешь, и я тебе все расскажу. Но на самом деле да, не дури. Папа, тот дядя Фатуи рассказывал мне историю, он правда хороший. Лили, окей. На самом деле я согласен. Дети, не слушайте всяких плохих дядей Фатуи. Они нехорошие. Нуна, спасибо. Кстати, надо кое-что проверить. Давайте я вот так сделаю. 77. Ой, Нуна, забаню тебя. Спасибо тебе большое. Уходи. 77, 4, 88, 54. 54, 23. 23. Ты, наверное, дядя Фатуи. Какой эти дядя Фатуи, алло. Так, ладно. Мы вот это... Что это? Назад в зиму. Мне с ним опять поговорить надо. Я уже уходить хотел. Я сейчас тестирую закрепленные сообщения. Пока они выглядят так, я потом перепишу. Вот. Но проверить функциональность. Это мой UID в Геншине. Я проверяю. Закрепленное сообщение. Ты уже передала подарок Лили? Да, она очень обрадовалась. Как славно. Рудольф этот, конечно же, не смог воздержаться от своих бредовых замечаний, да? Не говори, я и так знаю. Нет, мне в этом городе доверие. Когда уезжаешь? Официального приказа еще не было, вещи мои уже собраны, а я пока остановлюсь в отеле Гёте. А когда придет время, так и отбуду. К чему этот серьезный вид? Это ты так прощаешься со мной? Нет.
Все правильно, никакие мы с тобой не друзья. А так, немного поработали вместе. Если будешь в Снежной, загляни ко мне, можно будет продолжить наше сотрудничество. Все, довольно болтовни. Вот твоя награда, это наш последний равноценный обмен в Манштате. Эх, надеюсь, когда вернусь, меня ждет не такая же тягостная работа. Да ладно тебе. Нормально все было. Ня, всем кусь-кусь. Теперь буду звать тебя дядя Фатуя. Алло, я тебя забаню. Всем приветик, Наталья, привет. Так, что у нас здесь происходит? Что такое? Просьба о помощи. Недавно в колонну с ответами на вопрос читателей, которые ведет издательский дом Яи, пришло длинное и довольно бессвязное письмо. Редактор оставила на конверте пометку, что не стоит тратить на ответ слишком много времени, но я убежден, что каждый человек заслуживает одинакового отношения, будь то солдат или обычный читатель. Вот только автор этого письма утверждает, что он является экспертом в боевых искусствах, живописи, рок-музыке, этологии. Этологии? Не этнологии. Подожди, что такое этология? Википедия, пожалуйста, просвети меня и чатик, что такое этология. Потому что этнология понятно, этология непонятно. Подожди, этология насекомых, надо было дочитать, окей. О карточных играх, а еще возглавляет элитную армию, обладает свободным доступом на такие секретные объекты, как комиссия Тенрё. Он на нескольких листах подробно перечисляет свои достижения, а потом резко обрывает письмо, не оставив ни единого вопроса, на который требовался бы ответ. Тебе многое довелось повидать. Встречался ли тебе когда-нибудь на своем пути подобный герой? Как ты думаешь, с какими трудностями он мог столкнуться? Я набросал ему ответ. Буду очень рад, если ты прочтешь его и выскажешь свои замечания. Благодарность за услугу готов угостить тебя свежими морепродуктами с острова Ватуцай. Можно хоть тень какую-то на текст дать? А где письмо прочитать? От Гора. Это написал Гора. Где прочитать текст? Нету? Я могу сходить к Гора. Мне стоит идти к Гора? Это что-то ослышанное? Осмысленное? Сама этология – это наука о поведении животных, изучающая главным образом генетическое обусловленное поведение, инстинкты животных и эволюцию поведения. Также занимается основными частями инстинктивного поведения, потребность, ключевые стимулы, рефлексы и так далее, и определение их у людей. Понял? Не, это опять просто письмо. Да? Жаль. Нет, это одно из писем персов на их день рождения. Это его день рождения был? А почему оно выглядело так, как будто бы задание? Осуждаю. Ладно, куда мы пойдем? Мы пойдем. Куда пойдем? Куда пойдем? Что мы вообще делали? Сумеру, господи. Извините. Сумеру. Какой у тебя ранг? У меня 55 ранг. Мы в самом начале только. Мы еще даже до города Сумеру не дошли. Ну ладно. Да, вот только попали в Сумеру. А вот нечего чужие письма читать. Хочется же. Пончик, спасибо. Тут так красиво. Хайпасия должно быть до сих пор в пещере. Давай пойдем и посмотрим, как она. Пимочка, спасибо. Так, пещера. Можно я просто под водопадом посижу, и все будет хорошо? Пимочка, прекрати, спасибо. Да ё-моё. Ура, люди добавляются. В смысле? Дядя Фатуй, отстань, покемон. Сюжет Сумеру, да, мы вот только-только попали в Сумеру. Наверное, надо выбрать его как основной квест. Отслеживать. Не.
Хайпася! Никого нет? Аре? Аре? Так, можно я вот так вот сделаю? Возможно, она вышла за едой. Поищем ее? Давай, поищем. Тук-тук-тук. Едва уловимый звук. Что за звук? Он, похоже, доносится из пещеры. Пук-пук-пук. Ух, ностальгия. И чё? Где она? Она пропала. Кто она? Почему? А, спит. Это Хайпасия. Что с ней? Пук-пук-пук-пук. Идет такой. Это лицо. Алло. Ты кто? Ты чё такой упоротый? Ругается? Он чё, сознание потерял? Что происходит? Вообще ничего не понял. Алло. Пропал. Путешественница, вот ты где? Хайпася, ты в порядке? А? Есть. Пить. Кажется, она в голодном обмороке. Я ожидал, что ей будет намного хуже. Но в таком состоянии нельзя сразу давать еду. Давай сначала принесем ей воды. Постой, почему снаружи вдруг появился туман? Пойдем посмотрим, что происходит. Пойдем. Можно я потрогаю? Так хочется есть. Она как сыта. Почему пространство снаружи пещеры так резко изменилось? Что произошло? Где мы оказались? Пойми, не волнуйся. Этому должно быть объяснение. Да, ты права. Давай осмотримся. Давай осмотримся. Прикольно. Мы стали маленькими. Серьезно? Мы как муравьи. Была игра, есть такая игра, где ты мелкий с муравьями дерешься. Не играл, но видел. Так красиво. Посмотрите. Ой, как хорошо, как тут классно. Так, ладно. Ух ты! Какое огромное пространство! В подобных отверстиях всегда есть что-то интересное. Давай найдем способ пробраться туда. Не исключено, что мы найдем там подсказки. Отверстие. Это мы умеем, да. Ищем дырочки профессионально. Пацаны, без обид. У вас сундук. Давайте пока включу. Дырочки, да. Нина говорит, дырочки. Именно так. Дырочки мы знаем, понимаем, одобряем. Это то, что мы понимаем в Геншине. Дырочки мы понимаем, а не вот это все. О, прикольно. Прыгучий гриб подземелья. Игровое обучение. В подземельях Сумиру могут обитать прыгучие грибы данного вида. По неизвестным и Что? По неизвестным и, возможно, удивительнейшим причинам они не принадлежат к созданиям Трилакшаны. Что это такое? Епли говорит. Надо было... Утречка? Утречка? Нет? О! И вид Моубиоба. Подождите. Говорит, представляем себя муравьем. Да. Все так. Все такое большое вокруг. Первобытный янтарь в подземелье. В подземельях Сумеру иногда встречается первобытный янтарь, а также проходы, которые заблокированы им. 3 куска первобытного янтаря откроет соответствующий проход. Окей, понятно. Я спущусь вниз, я забыл посмотреть. А вдруг мы что-нибудь здесь пропустили? Вот это что такое, меня интересует. Хочу туда. Это проход с янтарем? Вроде ничего не пропустил. Так, здесь тоже все окей. Да хорош! Тихо, держись, держи. Ну алло, не буль меня. Где вторая? Куда? Спайдермен. Вот, это дырочка с янтарем, да? Ой, как красиво, блин, может здесь превьюшку сделать? Смотрите, как классно. Золотая коровка. Создание
3 лакшаны в суммируют. Это те, которые меняют состояние, когда бьешь их дендро, электро... Вот вы мне говорили же точно. Так, янтарь. Это янтарь? Полина говорит, Это туда янтарь. надо 3 янтаря. Да, вроде. я прочитал, да. Тут так... Подожди, это же этот... Ловец снов. Мы во сне. Ой. Врата возрождения активны. Исследуйте... Мы в данж попали. Блин, не знаю. Ой, что Наталья случилось? Дубовицкая Почему говорит, все вокруг тут электро поменялось? не работает на грибах. Самибоди Фор Мне говорит, сказали электро на гриб взять. можно электро применить для высокого прыжка. Вот. Пими говорит, о, я не замечала этого. Чего именно? Татьяна Иманова говорит привет. Привет. Сундук. Это что, первый сундук, который открыл просто так, и меня никто не обижает? Ничего себе. На меня никто даже не напал. Что происходит? Пими говорит, что ловец снов там. А, Наталья Дубовицкая говорит, опять грибочки. опять грибочки. Беда. Анна Мика говорит, в данжах такие сундуки же повсюду ня. Да? О, это дырочка, в которую мы не могли войти. Так, куда? Ты. Нуна говорит, грибочки мы любим. Ой, он внизу, блин. Так прикольно, здесь необычные локации, ну, типа что-то новенькое, по крайней Покемон мере, для говорит, меня. дядя Фатуи любит Отстань. грибовки. Засранка мелкая. Так. О, пацаны. А вы что во снах делаете? Вы везде, вы такие вездесущие. Вроде вы Каэнриах, а были повсюду, по всей планете тут. Ой, куда я ударил? Здравствуйте. Еще пацаны. Какая Эмбер? Какая Эмбер? Ты что здесь забыла в моем отряде? Кончик Эмбер, говорит, прекрати. А вы уже дошли до пустыни? Да, это снова Покемон мы говорит, только-только ну ничего зашли. себе. Что ничего себе? Ты в шоке, что ты засранка? Такое бывает. Так, куда идем? Что это? Я бабочка! Красота! Такое все яркое. Все, я камерой не могу двигаться. Анна Мика говорит, нет, он только Сумеру открыл. Только-только. Пустыню не начинали. А, Пими говорит, не дошли до пустыни все, еще. все. Все, собрали 3 штучки. Ладно. Я думал, что-то случится. Здесь почему-то так много точек. Прям показывают каждый шаг, что делать. Чпоньк, чпоньк, чпоньк. Включить. Ну, Йипли допустим. говорит, только сейчас заметил, что после ульты Вареса Ринг Да, призывает- я тоже хотел сказать об этом. Я тоже вот только вот с этой ультой увидел, что появляется ринг. Но я не стал это озвучивать. Эндрюс Что это говорит, за странное Игорь место Кицумер такое? Эй, что с тобой? Кажется, тебе как-то не по себе. Да все вроде нормально. Правильно, все нормально. Так. Путите меня, мне камеру зажали. О, прикольно, это картиной стало. Нравится. Блин, а я мог туда залезть, пока она не была картиной? А, наверное, нет. Окей. Тогда проблем нет. Я пока отключу, потому что Пайман тут периодически разговаривает. Не читай чат выше. Просто замуть его на 10 секунд, и сообщение у меня пропадет.
На Твиче спойлер. А, с Твича, блин. Понял. Короче, я тогда сделаю какие-нибудь команды, чтобы админы могли вообще любые сообщения мутить. Надо будет придумать, как это реализовать. С любого чатика, чтобы его мутили. Там дядя Фатуи. Нет? Вот мы и встретились вновь, путешественница. Это Вестник Бездны! Эй, что это вы замышляете в таком странном месте? Странном месте? Замышляем? Не твоего ума дело. Слышь, ты как с Пайман общаешься, собака сутулая? Только я Паймана могу булить. Какая? О, я забыл поменять Эмбер. У меня все еще Эмбер в отряде. Пожалуйста, напомните мне. Ой-ой-ой, Эмбер, пожалуйста. А почему у него не уходит этот? Его водой надо бить? А у меня нет воды, алло. А, все окей. Это квестовая была. Нет абсолютно никакого способа победить его. Что? Ты так уже много раз побеждал. Ты же уже много раз побеждала таких, как он. Что происходит? Путешественница, даже если ты преодолела бесчисленное количество трудностей, наступает момент, когда удача заканчивается, и приходит время осознать свою ничтожность и бессилие. Слышь? Это не конец, я еще не нашла своего брата. Брата. Путешественница. Да прекрати. Путешественница. Ты не можешь или не хочешь посмотреть правде в глаза? Его высочество давно отказался от тебя. И в его глазах ты лишь раздражающая муха, которую нужно прихлопнуть. Родственные узы, из-за которых ты ищешь своего родственника, давно перестали существовать, и твое путешествие бессмысленное. Но не нужно горевать, настал твой последний день. Умри! Слышь, он такой дерзкий, вообще не могу. Его надо, у него был акващит, надо его аква бить. Нет? Это сон. Страшный сон. Странно, что это было? На мгновение мне показалось, что я видела сон, но я не могу вспомнить, о чем он был. Путешественница, что делать? Снаружи нет ни следов Хайпаси. А, вот она! Как она себя чувствует? Пайман, ты что, мы же видели ее уже? Как сладко. Отлично, она в сознании. А почему ты уронила еду? Прости, немного задумалась. Я испугалась за Хайпасию, когда увидела, в каком она состоянии. Ничего удивительно. Выглядит она неважно. Но сейчас не время говорить об этом. Давай сначала приведем ее в чувство. Давай. Почему вокруг так много фруктов? Да, они могут пригодиться. Вы даете воду и сок Хайпаси, который находится в полузабытии, и через некоторое время... Кто здесь? Тигнари, это ты? А? Хайпаси, не бойся. Тигнари попросил нас принести тебе еду. Вот письмо от него. Вы передаете Хайпаси письмо Тигнари. Ловец снов. Путите меня, путите камеру, пожалуйста. Они не дают мне камеру. Я понял, что ловец снов. Отдай камеру, Геншин, перестань. Ладно, посмотрим на ловец снов. Мне что-то надо сделать. Вот оно что, вы друзья Тигнари. Прошу прощения за то, что доставила столько вам хлопот. Вы пришли мне на помощь и принесли все эти фрукты? Вообще-то нет. Свитки тоже не наши. Это не мы. Фрукты здесь уже были, когда мы пришли.
Пайман не понимает, как можно упасть в голодный обморок, когда вокруг столько еды, а на губах видны капли сока. А, правда? Я поняла. Должно быть, до вас сюда приходил мой сосед. Сосед? Поблизости еще кто-то живет? Это тот круглый малыш, удивительное существо, похожее на капусту. А, ты тоже его видела? Вы рассказываете Пайман и Хайпаси о том, что произошло, когда вы вошли в пещеру. Подождите-ка, ты только что встретила здесь удивительное существо, которое мы уже видели, а потом тебе вдруг приснился странный сон? Уму непостижимо. Я думаю, путешественница правду говорит. Однажды я пережила что-то подобное и случайно напугала своего застенчивого соседа. Не волнуйся, он не желает вам зла. Он погружает вас в сон, чтобы выиграть время и поскорее скользнуть. Хайпаси, что за существо этот твой сосед? Я не знаю, как их называют, но я знаю, что у них есть глубокая связь с Дендрархонтом. Я впервые увидела его в тот самый день, когда моему сознанию удалось соединиться с Ирминсулем. Я открыла глаза после медитации. Мой разум все еще был погружен в поток знаний, а сердце бешено колотилось. Вдруг я заметила маленькую фигуру у входа в пещеру. Я с любопытством подошла к нему. Вероятно, он привык к моим передвижениям. Поэтому не обращал на меня внимания и занимался своими делами. Как только я опустилась на колени, чтобы разглядеть его, он с удивлением понял, что я его вижу. И что было дальше? Дальше я заснула. Когда я проснулась, его и след простыл. Я думала, что он больше никогда не появится, но через несколько дней я снова увидела его неподалеку вместе с другими такими же существами. Я чувствую, что в последнее время он стал меньше бояться меня, но я не ожидала, что он придет мне на помощь. Какое удивительное существо, какой хороший сосед. О да, в своем письме Тигнари написал, что вы хотите задать мне целый ряд вопросов об Ирминсуле. Простите, я выпила много сока, но ощущение пустоты в животе не проходит. Путешественница, давай что-нибудь приготовим Хайпаси. Еда, которую дал Тигнари, упала на землю, да и Пайман тоже проголодалась. Продолжим разговор после еды. Мы приготовим наши фирменные блюда: цыпленка в медовом соусе и овощной суп. Ух ты, я никогда не пробовала чужеземные блюда. С нетерпением жду этой возможности. Честно говоря, я не ела нормальную еду со времен последнего визита Тигнари. Что приготовить? О, так, подождите, сразу Эмбер. Эмбер убираем. Эмбер, уходи, дверь закрой. Давайте возьмем ее. Нам сказали, что обязательно нужна лучница. Давайте возьмем ее. Алло. Ее. Персонаж что, поврежден? В смысле, у нее ХП нету? Ладно. Ладно, тогда разберемся потом. Мне надо приготовить. Давай приготовим. Вы готовите еду на костре. Теперь положи их в коробку, которую дал нам Тигнари. Она тщательно вымыта. Как вкусно пахнет и выглядит аппетитно. Пойдем поедим с Хайпаси. Пойдем. Подождите. Бента путешественница. Бента, которую вы приготовили своими руками. Цыпленок в медовом соусе и овощной суп. Хайпаси должно понравиться. Не надо есть медовую еду. Фу. Уже готово. Я не очень хорошо готовлю. Мне очень повезло, что я могу попробовать приготовленные вами блюда. Вот, забирай. Кале лучше всего. Окей. Вы наслаждаетесь едой с Хайпаси, и после трапезы вы рассказываете о своем опыте и связи с Ирминсулем.
Я прочитала письмо Тимнари и услышала твой рассказ о том, что ты связалась с Инмерсулем, когда впервые почувствовала запах духовного барниола. Это удивительно. Мне понадобилось около 3 лет, пока мне это удалось. Меня стали называть гением в Академии. Здесь есть ученые, которые тратят на это всю жизнь и все равно не добиваются результата. Почему это благовоние связывает людей с Ирминсулем? Духовный барниол сделан из разных растений, которые создала великая властительница Рукадевата. И поэтому он может стимулировать наше восприятие силы Денра Архонта. Поскольку исток силы Денра Архонта находится в Инмерсуле, мы можем иногда использовать ее силу, чтобы заглянуть в глубины Земли. Думаю, я понимаю. Ничего удивительного. Ты несомненно выдающийся человек, раз тебе удалось установить связь с Инмерсулем. Ну ладно. Но почему путешественница плохо себя чувствовала от запаха растений? Главная причина заключается в том, что путешественница особенная. Благовония стимулировали ее восприятие сил Денра Архонта, что привело к определенному расстройству. Как только она чувствовала запах, схожий с духовным барниолом, ее организм реагировал на это как на стрессовую ситуацию. Не волнуйся, теперь ты в полном порядке. Ты восприимчива к силе Денра Архонта, но духовный барниол больше не воздействует на тебя, если только ты не будешь практиковать особую медитацию. Фух, вот и хорошо. Честно говоря, я завидую твоим способностям. Я готова соединиться с Инмерсулем, даже если учащенное сердцебиение и головные боли будут сопровождать меня всю оставшуюся жизнь. Ого! Паймон и думать не могла, что ты так одержима этим. А что мне остается делать? Меня никто не заставлял становиться ученым. Я из Даршана, ртавахист в Академии, и в основном занимаюсь связью между звездами и судьбой живых существ. Однако, что касается звезд, слишком много вопросов остается без ответов. Поэтому мне остается только задавать вопросы всезнающему Инмерсулю. К сожалению, мое восприятие ограничено, и я не могу гарантировать, что каждая моя попытка настроиться на Ирминсуль будет успешной, или что при этом мое сознание не пострадает. Моя нынешняя стадия практики называется Сатьявада. Суммиру многие ученые сошли с ума на этой стадии, исследуя Инмерсуль. Мудрецы говорят, поскольку в Инмерсуле содержатся божественные знания, если мы прикоснемся к ним, когда наших собственных способностей недостаточно, наш мозг не выдержит. Вот почему мы медитируем в одиночестве. Нам нужно убедиться, что наш разум будет спокоен, и при этом не допустить, чтобы кто-нибудь посторонний пострадал. Удивительно, насколько опасно получать знания от Инмерсуля. Хайпасия, ты не боишься? Конечно, боюсь. Особенно ночью, когда не светит луна и не стрекочут насекомые. О, но мне уже не так страшно, потому что я знаю, что поблизости живет маленький сосед. Возможность видеть его, вероятно, есть что-то иное, когда благословение Денра Архонта. Как благословение Денра Архонта. Странно, что оно является посланником божества мудрости, но при этом обладает способностью заставлять людей видеть сны. Почему ты так говоришь? Эта способность вполне соответствует представлениям о волшебном существе. Потому что жители Сумеру не видят снов. Как такое возможно? В Сумеру только дети видят сны, но взрослые теряют эту способность. Мудрецы говорят, что мудрость также означает рациональность, и что происходящее во сне часто лишено рациональности и логики. Я припоминаю кое-что из своего сна. В нем действительно царила неразбериха.
Ой, извините. В сновидениях люди часто мучают их собственные заботы. По словам мудрецов, жители Сумеры не видят снов по милости великой властительницы Рукадеваты, которая являлась божеством мудрости и хранит нас от этих глупых заблуждений сна. Я родилась в семье рожденных из Сумеру. С раннего детства родители говорили мне, что как только я перестану видеть сны, это будет означать, что я выросла. Я усердно училась, поступила в академию, а затем стала исследовательницей. Эх, я действительно больше никогда не видела сны. Но в тот день, когда я напугала малыша, я опять увидела сон. Это было удивительно. Хотя я не понимаю, что именно видела во сне, я не помню, что именно видела во сне, я вдруг почувствовала, что перенеслась в детство. В детстве я была наивной, но бесстрашной. Может быть, видеть сны не так плохо, как я думала? Когда попадете в город Сумеру, не говорите такие странные вещи другим, иначе над вами будут смеяться. Хайпаси, ты знаешь, что именно видела путешественница, когда соединилась с Инмерсулем? Извините, я не имею ни малейшего представления, но увиденное, безусловно, является воспоминаниями Инмерсуля. Мир забудет меня. Что это значит? Если мне удастся завершить стадию Сатьявады и достичь стадии Парипурны, это уже что-то реально индийское, я, вероятно, смогу что-то узнать. Заходите ко мне, если вновь окажетесь в этих краях. Спасибо, Хайпаси, желаю успехов в твоей практике. Не стоит благодарности. Вы спасли меня. Я с нетерпением жду возможности... Ух, не понимаю, почему я зеваю. Снова ответить ваши превосходные блюда. Кажется, воздуха не хочу. Сейчас я чуть кондер поменьше сделаю. Что было? Блин. Теперь, когда мы убедились, что Хайпаси в безопасности и расспросили ее, давай вернемся в Гандхарву. Это все из-за того, что они спят, у них сны, у меня тоже сны. Все беда. Уже уходите? Если хотите узнать что-то еще, вы всегда можете спросить меня. Расскажи о снах. Мой сосед может погрузить тебя в сон, но не может контролировать сновидение. В конце концов, твой сон оказался кошмаром. Вероятно, это произошло, потому что в глубине души ты о чем-то переживаешь. Не волнуйся, ты сможешь это преодолеть. Как житель Сумеру, я не вижу снов, и это избавляет меня от множества забот. Но в последнее время я начала чувствовать, что что-то теряю из-за этого. Очень странно. Расскажи об Инмерсуле. Ученые Сумеру используют духовный барниол для связи с Инмерсулем и получением знаний от него. Этот процесс опасен, но мы считаем, что оно того стоит. На данный момент я не в состоянии проникнуть так глубоко в сознание Инмерсуля, поэтому я не знаю, что ты видела. Надеюсь, в будущем я смогу преодолеть стадию Сатьявады и обрести истинную мудрость. Расскажи о необычном соседе. Живущие в лесу дети часто рассказывают о феях, но поскольку я выросла в городе, то мало что слышала о них в детстве. Может быть, это потому, что мои родители были очень строги со мной и не позволяли мне много играть с другими детьми. Думаю, они бы не поверили, что мой сосед действительно существует. Кстати, думаю, он чувствует заранее, что придет Тигнари. Бывали случаи, когда он играл под деревом, а потом вдруг насторожился и убежал. Вскоре после этого появился Тигнари. В следующий раз надо будет спросить Тигнари об этом. Окей, пока. До свидания. Если будете в этих краях, заходите в гости, я буду рада поговорить с вами. Окей. Какой красавчик, бедный дядя Фатуй. Отстань. Окошко открой. Окошко чуть-чуть открыто. Да, и у меня еще и кондер включен, потому что жарко.
Окошко для свежего воздуха. Ну там мало воздуха заходит. Мне прям... Кстати, вы говорите взять колей. А подождите, у меня колей вообще есть? Если у меня есть колей, да. И значит я ее могу прокачать, потому что она же сумерская, да? Вот она. Она лучница? Она лучница. А какого она у меня уровня? Давайте попробуем ее качнуть. Я могу ее возвысить. Грибы ей нужны. Все понятно. Чпок, чпок. Чпок. Что это такое? Понял. Она еще где-то в данже находится. Не прокачаю ее. Ладно, давай мы сделаем быстрый артефакт. Сумеровская. Широй-саме говорит. Сумеровская. Корева харашин десу. Явно автор геймер Крева. говорит, если для колеи надо грибы, значит это знак. Хороши деска. Курва, что ты про что именно говоришь? Я не очень понял. Так, что это? Что это? Халявная круточка, ничего себе. Мы не забрали ее халявную крутку? Богдан Зак говорит, она тебе в Сумеру очень поможет. Окей. Явно Так, автор не геймер туда. говорит. Вот сюда. Крутим. Крутим. Сразу. А Намика говорит, так ты возвысил и дали крутку ня. Нуна говорит, куртки Точно. бугин барма. Покемон говорит, Да. Сирой сацда. Клятва. Сирой саме говорит, хоньяку шита хоуга ii дешоука. Явно автор геймер говорит. Я читать могу кстати, намер хирогану, получил. но я не Наталья могу Дубовицкая всё говорит, понимать, поэтому качать не сорян. сильно важно. Нет, Итак, Навию не получил. норм. Да? Ладно. Ну, хочется прокачать. Раз мы будем долго в Сумеру, почему бы и не качнуть? Эпос о драконоборцах. Ладно, пойдемте. Давайте пробежимся чуть. Здесь красиво, здесь хочется бегать. Не падать. О, сундук. Кстати, а вот эти пацаны, они вроде как добрые соседи вот эти. И ремонты не делают, и вообще молодцы. Но это... Мы же их убивать будем, нет? Я их уже вроде убивал где-то. Обидно. Обидно за пацанов, они же добрые. Явно автор геймер говорит, Дя, не волнуйся, Сумеру будет максимально быстрым. Да-да-да. Кабанчик. Эндрюс говорит, Грибовый. Еша, К, О, С него гриб падает. Это Кстати, кто? Сумеру модно читать мысли. НПЦ. Сирень. Она- Вам перевести? Ну, ты можешь изначально писать на русском. Так, Сирин, лесной страж. Мне удалось найти место, где растет лотос... подожди. Не лотпала. Ты собираешь лотос не лотпала? Пока нет, я просто отметила место, где растет лотос не отпала. Не лотпала. Спасибо за подписку. Лотос не отпала — это лекарственное растение, но для большего эффекта его нужно использовать в свежем виде. Будучи врачом лесного дозора, мне нужно отметить места, богатые лекарственными растениями, чтобы собирать их при необходимости. Тропический лес, хотя и выглядит умиротворенным, не стоит недооценивать опасности, таящиеся в нем. Старайся идти только по лесным тропам и внимательно следи за всем, что происходит вокруг тебя. Само собой. Помимо лекарств нужно всегда держать при себе оружие, которым ты можешь хорошо владеть. Его можно использовать как для охоты, так и для сражения с монстрами. Орудие дальнего боя, например, лук, отлично подходит для наших дозорных. Понял. Что дала? Изогнутый лук. Она мне дала лук, серьезно, спасибо. Ой. Мох. Тина. Это Тина. Красиво. Лягушка. Явно автор геймер говорит, капец, мне Луна привела в дом курицу, теперь я думаю назвать ее либо Тенра, либо Пими. Слышь.
Назови Луна. А, и надо было просто телепортироваться, да? А, здесь нет телепорта, да? Ладно. Сейчас мы тогда вот так чпок. Пожалуйста. Все. Давайте поговорим, посмотрим, что там происходит. Тигнари, тебе не кажется, что причиной отказа является попытка избежать трудностей? Я знаю, что ты лесной страж, и ликвидация зон увядания твоя работа, но это все равно, что устранить симптомы, а не лечить болезнь. Мудрец Хаджек сказал, что исцеление Ирминцули напрямую зависит от твоего присутствия и руководства в городе Сумеру. Тогда почему ты отказываешься? Не дави слишком сильно. Давай выслушаем его. Мы здесь, чтобы вернуть Тигнари в Академию, а не для того, чтобы нажить себе врага. Мудрец Хаджек, мне жаль, что вам пришлось проделать весь этот путь. Но я всего лишь лесной страж, и вряд ли могу помочь таким великим мыслителям Харватата, как вы. Я прыгал по поручению мудреца Амурты, а вовсе не потому, что в своем предыдущем письме ты отверг предложение своего наставника и тем самым поставил его в неловкое положение. Понятно. Учитывая темперамент моего ненаставника, ему придется прийти лично и отругать меня, прежде чем он успокоится. Тигнари, твой наставник также участвует в этом проекте и нуждается в твоей помощи. Мудрец Хаджек, чем я могу помочь ему? Ты узнаешь обо всем в городе Сумеру. Сколько мне нужно будет там пробыть? Сложно сказать. Вы хотите сказать, что проделали этот путь от Ганхарвы до Ганхарвы, но по-прежнему не можете ответить на вопрос, который я задал наставнику в своем последнем письме? В таком случае, боюсь, я не могу дать вам четкого ответа. Тигнари, ты... С меня довольно. Мы уходим. Ну, давай, пока. Здрасте. Слышь, вы куда пялитесь? Алло, руки на стол. Тигнари, что случилось? Ничего. Академия хочет, чтобы я отправился в город Сумеру для помощи с проектом. Но я не могу оставить свои обязанности лесного дозорного. Поэтому я отказался. Как все прошло с Хайпасией? Были некоторые трудности, но все закончилось благополучно. Она жива и здорова. Она ответила на многие наши вопросы. Рад слышать. Путешественница, поскольку ты полностью восстановилась, у меня нет причин держать тебя в Ганхарве. Вы ведь собирались в город Сумеру? Да, мы хотим встретиться с малой властительницей Кусанали и просить ее совета. Ты не знаешь, как мы можем с ней увидеться? К сожалению, я этого не знаю. Ты не знаешь, как можно попросить об этом в Сумеру? Дай подумать. Я провел в городе очень мало времени. Большинство людей, которых я знаю, занимаются исследованиями. Я напишу вам рекомендательное письмо, а вы можете обратиться к моему знакомому исследователю из Даршана, Амураты. Он должен знать больше. И еще кое-что. Когда вы прибудете в Сумеру, то получите один инструмент. Не уверен, что он поможет вам, но попробовать стоит. О, что за инструмент? Он называется терминал Акаши. Это инструмент, созданный Академией с использованием наследия великой властительницы Рукхаведаты. Говорят, он является краеугольным камнем того, что делают Сумеру истинной столицей мудрости. Люди из Академии научат вас пользоваться им. Тогда нам пора в город, но сперва нужно попрощаться с Калей. Именно, Тигнари, нам нужно сказать Калей что-то очень важное. Как она себя чувствует? Ей намного лучше. Она слишком много лежала, и
Она слишком долго лежала, и я позволил ей прогуляться. Я видел, что она пошла к северному перекрестку. Она знает, что вы скоро уйдете. Думаю, она ждет вас там. Спасибо, Тигнари! Мы пойдем. До свидания и удачи в путешествии. Давай. Тебе тоже всего хорошего. У автора такой красивый голос. Спасибо большое. Целую горду посуды перемыла. Да, Пимка там перемыла целую горду посуду. Костантан, спасибо. Не, аригато. Рекомендательное письмо от Тигнари. Письмо, которое Тигнари написал Рухави, ученому из Амурты. Господи. В письме он просит Рахави, это же не так трудно, Рахави, чтобы тот проявил свой талант и помог вам собрать нужную информацию. К письму приложен адрес Рахави в городе Сумеру. Окей. А можно? Давайте заберемся наверх, соберем этот окол. Так. Тенр, учись, пригодится. Это как понимать? Ты сегодня какой-то дерзкий, мне кажется, тебя скоро забанят. Тихо. Анна Мика говорит. Решетка жить-пожить, нижнее подчеркивание. Для нижнее подчеркивание Тенры. Да. Где он? О, вот он. Яйца. 2. Мы можем отдать тому мальчику в Инадзуме. Ему всегда не хватает. CLWTNY говорит. Слышь, авторские права на ник. Слышь. Не понял. О, вы вернулись. Нет, не так. Не думаю, что сейчас подходящее время говорить об этом. Я просто пожелаю вам доброго пути. Калей, спасибо, что дождалась нас. Мы направляемся в Сумеру. Калей, береги себя. Калей, до встречи. Не волнуйтесь, я обязательно поправлюсь. Мне намного лучше, приступы бывают не слишком часто. Я лесной дозорный и должна охранять тропический лес вместе со всеми. И простите, что сразу не рассказала о своей болезни. Я хотела дружить с вами на равных и не хотела, чтобы вы мне сочувствовали. Самое главное в отношениях между друзьями быть искренними. Калей, тебе не нужно извиняться. Это мы должны поблагодарить тебя за доверие и готовность рассказать о своем прошлом. Калей, конечно, мы беспокоились о твоем здоровье, но только потому, что мы друзья и беспокоимся о тебе. Спасибо. Чуть не забыла, это вам. Что это? Это рецепт питы, который я вам обещала. Не смейтесь, у меня плохой почерк. Как здорово! Теперь мы сможем чаще есть эту вкуснятину. Надеюсь, пита будет напоминать вам о временах в Гандхарве. Конечно. И последнее. Я стажер лесного дозора Калей. Желаю вам счастливого пути. Будем рады вас видеть в качестве гостей в Гандхарве и сделаем все возможное, чтобы помочь вам. Так. Окей. Слышь, авторские права на ник. Я не понял, это ко мне предъява или кому? Или это к явно автор геймер? Кому предъява за ник? Если что, я этот ник придумал 17 лет назад. Так что авторские права у меня, поверь. Короче, мы можем сюда телепортироваться. Вот здесь телепорт открыт, но я хочу пробежаться. Потому что здесь красиво. Немножко проникнуться атмосферой Сумеру. Мы сделаем это быстро, по дороге еще соберем вкусняхи. Вот это можно ударить электро, да? Оживленный гриб-звезда. Реально. Он стал заряженным. Что такое? Дырочка. Че, в город? Ну? Я дырочку нашел. Подожди. Это же эти штуки. Слышите? О, реально проходишь, они звенят. Правда, они не так звенят, но ладно. Морковка. Алло.
Я кого-то зашел просто кому-то в дом, своровал овощи. Осуждаю. Я кого-то гопнул безбожно. О! Это я удачно. Я его даже не видел. Это звук около. Нет. Вот этот, вот. Ты что, булишь меня, Мика? Так. О, питый топчик. Я не фанат пит, я ел. Вот, слышь? Это коровкины колокольчики. Блин, коровка забулила. Блин, я-то думал, так все продумано, прикольно. Блин, эта коровка звучала. Так, что в городе, да? Так, а если мне пофиг? Можно ударить вот, с пира. У меня пира нет, я не хочу менять. Это у коровки колокольчик. Будет что-то хорошее? Че, пацаны? О, встал как. От моей палки камень встал. Это нормально? Это законно? Ты что такое? Призывает... это вот эти пацаны, теперь мне с лука можно куда-то стрелять. Нуна говорит, будут паленые грибы. Эндрюс говорит, у Нахиды тоже звук колокольчиков при ходьбе и звук босых ног. Прикольно. Вот эти штуки, они же нужны для загадок. Где? Ой, извините. Мнение автора говорит, а какой у вас ID? Явно автор ты можешь на геймер YouTube говорит, перейти, там повезло, видно. что я смотрел с открытыми глазами. И что это? И зачем? Наталья Дубовицкая говорит, нужны будут и заряженные, и сожженные грибы для мирового квеста. Насобираем. Блин, зачем я туда иду? Иди назад, мать. У нас там квест, все дела, вот это. Что-то мы чуть сбили с пути. Давайте. В ожидании принятия. Может быть, вот этот подарок? Ладно, не будем. Мы потом выполним. Ну, спасибо. Так, вижу окол на карте. Ты кто? Белка. Ой, пришли вот эти вандалы. Город Сумеру, все такое. У них тут все так спокойно, хорошо. Пришел какой-то вандал, начал всех убивать. Пацаны. Иди сюда. Окей. Мы и фрукты у них отжали. Наталья Дубовицкая говорит, это самый длинный квест. В игре там... Что? Хейбелд Замбыдлидоспит говорит. Ку-ку, красавчик. По крайней мере сейчас. Воздушный поцелуй. Здравствуйте. Вот здесь что-то надо сделать. О, вижу взрыв. Сейчас будет. Собака. А ты что не нападаешь на него? Алло, собака. Собака Голодака. Клаун говорит. Привет, Тенра. Привет. Собака Голодака, ты чё? Нуна говорит. Спасака. Спасака, да. Это Спасака. Я попутно открою то, что вижу. Анамика говорит. Почему бы и нет. Спасака. Спасака. Спасака Голодака. Еще одна Спасака. Так и знал. Так и знал, Явно что хотите автор спрятать геймер от меня говорит, вкусняшку. капец, мне курица кивает. Что ты там ругаешься? Итхарим. Только я смогу найти ответ. Что за ответ? Я ищу ответ на самый главный вопрос, стоящий перед нами. Да, вопрос увядания. Последнее время зоны увядания появляются слишком быстро, а их площадь непременно растет. Не так уж и много людей обладают глазом Бога, да и полагаться что? Да и полагаться кто это писал? Только на них не совсем правильно. Поэтому настало время мне заняться этим делом, чтобы полностью устранить причину возникновения зон увядания.
Когда я разберусь с этим, я получу признание в академии. И кто знает, может быть, даже займу место какого-нибудь мудреца. Ну давай. Если сделаешь, на самом деле, будешь молочек. Тут вообще вопросов нет. Главное, чтобы это не осталось только на словах, потому что тогда ты вообще цены с твоим словам 0. И вообще ты пес. У меня качество плохое, а я ваш ID не могу смотреть нормально. Серьезно? Чатик, напишите мой UID кто-нибудь. Это прям беда, что у тебя плохое. Мину. Только мелочь пузатая верит в Аранар. А ты что, не мелочь пузатая? Выглядишь как будто мелочь пузатая. Расскажи мне об Аранарах. Это существа из детских сказок. Запомни, это уже наконец. Если ты веришь в Аранар, значит ты еще не выросла. Я их видел, алло. А есть еще история? Их куча. Разве ты не слышала? Например, храбрый Аранара. Хотя Аранары невысокие, они очень смелые. Аранара, который боится огня, бросился тушить пожар собой, чтобы спасти лес. И у его жителей, и у Аранара... Нет, это просто сказки. А Мину выросла и больше не верит в сказки. Ты чё ревешь? Вот тебе кукла. Вот тебе куклы. Вот тебе кукла. Поиграй чуть, потому что ты прям какая-то грустненькая. Клоун, спасибо за подарочки, прекрати. Серафи. Странствующий торговец. Кирару, спасибо. Товары у меня простые, но все они из прославленного Алькасар-Сарая. Ну, спасибо. Расскажи мне об Алькасар-Сарае. Возможно, вы слышали этого... Вы не слышали этого имени, но наверняка обратили внимание на огромный дворец на севере Сумеру. Еще не видел. Это и есть Алькасар-Сарай. А его владелица моя хозяйка. О май. Наверное, другая хозяйка. Сарай, да. Сарай — это дворец. Кто не знает, кто восточной культуры не знает. Товары, которые проходят через ее руки, очень ценны, хотя они вполне обычны. И впрямь такие, как нахваливаешь. Не веришь? Тогда посмотри и убедись. Мы на самом деле всех подряд разводим как лохов, просто байтим их. Можешь забрать. Для Алькасар-Сарая это мелочь. Че дал? Фрукт Хара. Ты че, пес? Ты че, меня забулить пытаешься? Ты че, заскулил, пес? Заскулил, пес, да? Асила. Привет, чем могу помочь? Наемник пустынников. Как твоя хозяйка? Не пойми меня неправильно, но я не нанималась к этому странствующему торговцу и не собиралась его слушать. Кроме того, он постоянно выполняет то, что велит хозяин. Чё? Нигина. Мандаринка, привет. Нигина, фермер. Интересно, как поживают дети в академии? Расскажи мне о детях. Они поступили в академию и стали настоящими учеными. Теперь так заняты на работе, что едва ли пару раз в год показываются дома. Я старенькая, одна денешенька тут осталась. Детей ждет великое будущее. Мне грех на это жаловаться. Я лишь беспокоюсь, как они там. Когда-нибудь дети вырастут. Да, это верно. Уверена, они сумеют постоять за себя. В одиночку сложно контролировать какое количество готовишь. Всегда получается больше, чем нужно. Если хочешь, можешь взять немного. Это будничное блюдо сумерской кухни. Надеюсь, тебе понравится. Бабка накормила. Вкусный цыпленок в масле. Девочке мы дали куклу, бабке мы дадим палку. Палку деда. Бабка, я надеюсь, ты осилишь эту палку деда. Не скули, прекрати. Пес. Можган.
Запасов дома должно хватить. Каких запасов? Сумерской розы, мяты, лотоса, нилатпала и прочего. Не стоит смотреть высоко на маленькие цветы и траву. Если знаете, как их использовать, вы получите куда больше пользы. Например, если толченую сумерскую розу смешать с водой и нанести на лицо, это отбелит и освежит вашу кожу. Хочешь, я тебе предложу самую классную маску для девушек? Пойдем сейчас покажу. А я вот что вам скажу. Дома всегда должна быть сумерская роза. А это точно работает? Ну, по крайней мере, исходя из моего опыта, должно работать. Попробовать-то в любом случае можно. Если сработает, то деньги будет приносить. Понял. Ты мне розы дала? Молодец. Ты абсолютно все читаешь? Ну, что попадается под руку, да. Стараемся. Я сейчас читаю всех NPC, потому что, во-первых, интересно. Я только-только попал в Сумеру. Я хочу узнать этот город, хочу понять, как люди здесь живут, что здесь происходит и так далее. Поэтому, да, я сейчас пока буду читать. А вы что, не общительные? Ладно. Подожди, а у Кали же тоже что-то есть на вишку? Бумеранг. Прикольно. Я думал, она тоже какую-то куклу делает. Чего вы радуетесь? Бедная Чиори, она лолька. Она стоит почти наравне с детьми. Вы побульте меня, слышите? Калей меньше, чем Чиори, серьезно? Ну она ж подросток, да. Да. Какой извращенец. Сейчас Тендра покажет супермаску. Муйчиро, привет. Собака-следяка идет за Тендрой. Кстати, да, она меня преследовала. Отлично! Мы наконец добрались до города Сумеру! Ты это видела? Когда они зашли в город, на их головах что-то засветилось. Минутку, пожалуйста. Вы, должно быть, впервые в городе Сумеру. Да, но откуда ты знаешь? Потому что на данный момент в Акаше нет никакой информации о вас. Не волнуйтесь, я не буду препятствовать вам войти в Сумеру. Напротив, Академия предоставит любому приезжающему к нам путешественнику особое устройство. Как вы? Что? Как вы, возможно, знаете, Акаша — сокровищница знаний, наследие великой властительницы Рукхаведаты. На протяжении веков Академия неустанно исследует Акашу. В ходе этих научных изысканий был разработан терминал Акаши. Теперь любой житель Сумеру может подключаться к Акаше и получать необходимые знания. Для этого нужно надеть терминал Акаши и включить его. Знаете, что флешбэкнуло? Horizon Zero Dawn. Когда мы тоже надевали вот эту штуку на ухо, и у нас появлялся интерфейс и все дела. Когда майн, не скоро. Иха! Ковбой, привет. По техническим причинам терминал Акаши работает более стабильно и показывает высокую производительность в крупных городах с большим населением, таких как Сумеру и порт Ормас. Это то, о чем говорил Тигнари. Терминал Акаши звучит просто фантастически. Вам несказанно повезло. Раньше Академия выдала терминал Акаши только местным жителям и чужеземцам, которые длительное время проживали в Сумеру. Только недавно было принято решение выдавать их всем путешественникам. Вот ваши терминалы Акаши, держите. Дозу. Ёрошко онигайшимасу. Похож на листик. Чтобы активировать терминал Акаши, просто возьмите его в руку и скажите: «Да услышу я голос божественной мудрости». Если с его помощью можно получить знания, возможно, мы сможем найти способ встретиться с малой властительницей Кусанари. Давай попробуем. Да услышу я голос божественной мудрости. Да услышу я голос божественной мудрости. Уф.
Ух ты! В этот самый момент Пайман почувствовал, что мозг будто сам знает, как использовать это устройство. Сосредотачиваешься на том, что хочешь знать, и бам! Уже знаешь ответ. Удобненько. Да, такова сила Акаши. Путешественники, добро пожаловать в Сумеру. Да будет с вами мудрость Дендра Архонта. Они такие дружелюбные. Я думал, такие кидалы. Серьезно, когда они подошли, они такие все веселые. Я думал, сейчас нас разведут на деньги, что-то такое. Что ж, давай теперь посмотрим у Акаши информацию о малой властительнице Кусанале. Дай-ка Пайман попробует. 500 лет назад в руинах выжженной земли мудрецы нашли новорожденного Архонта. Ныне она обитает в храме Сур-Астаны, понял. В общем, почти то же самое, что и сказала Калей. Теперь нужно подумать о способе получить аудиенцию Дендра Архонта. Пайман ничего не чувствует, а Акаши, похоже, не ответил на вопрос Пайман. У меня то же самое. Ари? Ну, если заставить себя подумать об этом, в голове возникает то самое ощущение, когда пытаешься что-то вспомнить, но не можешь. У Пайман мозг вскипел. Скаритан сказал, устала. Пайман устала. Я попробую спросить Акашу о другом. Возможно, информация о малой властительнице Кусанале можно получить обходными путями. Ты такая умная. О чем думаешь спросить? Я думаю, почему Акаша не ответила на вопрос. Я думаю, малая властительница Кусанале. Я думаю, великая властительница Рукаведатта. Кусанале. В моем создании появилось несколько новых представлений, но в целом немного больше того, что было известно ранее. Ничего. Даниил, привет. Значит, ты чувствуешь то же, что и Пайман? Это успокаивает. Я думаю, почему Акаша не ответила на вопрос. Я думаю, великая властительница Рукхаведатта. В сознании возникает множество свечащихся точек. Нужно время, чтобы все проанализировать и понять, что это такое. Еще я чувствую любовь, тоску, ностальгию, грусть, беспокойство. Предположительно, это все чувства, которые жители Сумеру испытывают по отношению к Дендра Архонту. Ой, у Пайман слезы наворачиваются. Похоже, жители Сумеру очень скучают по ушедшему божеству. Я думаю, почему Акаша не ответила на мой вопрос. Есть смутное ощущение, что Акаша дает ответы далеко не на все вопросы. Даже если задать один и тот же вопрос, Акаша дает ответ, который будет соответствовать статусу, возрасту и опыту воспрошающего. Ты хочешь сказать, что мы не имеем права знать ответ на этот вопрос, потому что мы чужаки, которые только прибыли в Сумеру? Несмотря на все старания, мы не можем найти ничего, что привело бы нас к малой властительнице Кусанале. Думаю, стоит встретиться с исследователем, которого порекомендовал Тигнари. Он у Сумеру и работает в Академии, поэтому он должен быть в состоянии получить больше информации в Акаше. Посмотрим, Тигнари написал адрес на конверте, это недалеко от городских ворот. Пойдем проверим, надеюсь, он дома. Надеюсь. Так. Печаль в том, что пока включен кондер, у меня начинает першить горло. Я же еще читаю, прям беда. Ай, вот бы мне пыпсяку сейчас было бы так хорошо. Блин, я так не люблю индийские мотивы. Ну, в целом. А тут все этот... Фарук. Остерегайся карманников. Так много воров? Поскольку окрестности патрулирует бригада 13, отважных воришек поубавилось. Чего не скажешь о воровстве со стороны тех, кто осуществляет Что? Коррупция, воровство, вы чё? Если увидишь человека, похожего на меня, не спускай с глаз кошелька. Слышь, а ты не подозрительный? Это мой брат-близнец, великий воришка, и тот еще брехун. Да, не дай вести вся заблуждение, следи за его руками. А вы похожи. Так еще проще, никому не верь. А если ослабишь бдительность при виде кого-нибудь в форме, настанет день, когда ты окажешься в невыгодном положении. Так, надо проверить свои карманы. Опыт. Дали опыт.
Фариха. Привет, давай к делу. Давай, вы? Я секретарь господина Низама, отвечаю за составление рабочих протоколов в визире. Если увидишь, как господин Низам хмурится или вздыхает, не придавай этому значения. Это его обычное состояние. Просто изложи ему свою просьбу, и он совсем разберется. Понял. Так. Ну так что там? Тендеры, технологию... Да, я понял, о чем мы говорили. Немножко поменялось восприятие мира. Для тех, кто не знает о моем восприятии Геншина. Геншин для меня воспринимался как что-то такое средневековое, и где мечи и магия. Но тут сейчас в Сумеру все изменилось. Это преподали, в принципе, хорошо. Нас готовили на том, что к тому, что это город прогресса, что это вот это все. И теперь нам дали устройство, и тут интерфейс, как в Мастера Меча онлайн, вот это все. Возможно, я буду по-другому относиться к персонажам, которых я не любил, а именно Часка, это кошка-жена, как ее там, забыл. Вы поняли. Вот. Можно с вами поиграть? Можно, но сейчас нет, потому что я прохожу сюжет. О! Шелонин, да. Привет! Это ты, Рахави? Да, это я. Чем могу помочь? Тигнари направил... О, серьезно, мы к нему шли? Тигнари направил нас к тебе. Что? Тигнари? Стоп, ничего не говорите. Я признаю, что статья, которую я опубликовал в прошлом месяце, не лучшая моя работа, а данные не очень убедительные. Ты что, ученик его? Похоже, возникло недопонимание, мы здесь не для того, чтобы обсуждать академические вопросы. Тебе письмо, Тигнари. Позвольте посмотреть. Вы до смерти меня напугали. Оказывается, вы всего лишь хотели расспросить меня о чем-то. Даже Тигнари признает, что у меня есть определенный талант к сбору информации. Что вы хотите узнать? Мы хотим встретиться с малой властительницей Кусанали. Ты не знаешь, как это можно сделать? Вы хотите встретиться с малой властительницей Кусанали? Это выходит за пределы моей области знаний. Я попробую найти ответ в Акаше. Опа, на чё? Да, Геншин совсем стал другим на самом деле. Извините, но Акаша не дала ответ на мой вопрос. И ты туда же? Ты только что был такой высокомерный. Пайман думала, ты сможешь получить больше информации, чем мы. Я же сказал, это выходит за пределы моей области знаний. Я всего лишь скромный исследователь, и Акаша, должно быть, посчитала, что мне не положено знать о Денре Архонте. Насколько мне известно, с момента своего возвращения в Сумиру, малая властительница Кусанали никогда не покидала храм Сурастаны и не появлялась на публике. Я и не знала, что архонты бывают такими загадочными. Да, Денре Архонт ведет уединенный образ жизни. Возможно, она вообще не хочет, чтобы кто-то приходил к ней. Если это так, то вполне естественно, что мы не сможем найти в Акаше информацию о том, как просить у нее аудиенции. И что же нам теперь делать? Не волнуйтесь, это всего лишь мое предположение. Возможно, кто-то другой сможет помочь вам. Если посмотреть на это с другой стороны, может, это и к лучшему, если вы не встретитесь с малой властительницей Кусанали. В этом мире всегда есть знания, которые нельзя получить из Акаши, и есть что-то, чего вы не можете сделать. Умение отпускать — это тоже проявление мудрости. Я, например, благодарен за то, что у моих умственных способностей хватает на публикацию научной работы раз в 3 года. В то время как Тигнари публикует 3 научные работы в год. Большое спасибо за совет. Пожалуйста, приходите, если хотите узнать что-то еще. Например, какие ученые получают повышение в Академии в этом году, или об отношениях между 6 великими мудрецами. Так это и есть твоя область знаний?
Но это необходимый навык выживания в Академии. Эх, у Пайман были не самые высокие... Что? Притязания. Но кажется, чтобы избежать разочарований, надо было снизить их еще. Вроде как выкопать яму на дне. Пойму, ты чё? Что мы будем делать? Даже если искать кого-то другого, у нас нет других знакомых в Сумеру. Да на самом деле есть еще один знакомый. А, да? Кто? К звездам и к безднам. Ах, да, Катерина! У гильдии искателей приключений есть свои источники информации. Поскорее найдем ее и обо всем расспросим. Ну давай. Так и думал, хоть и Фонтейн тут тоже повлиял. Но до Фонтейна не дошел. В Фонтейне максимум меха только, но персы используют скиллы как магию. Понял. Такими темпами до Фонтейна доползем лет через 5. Отстаньте от меня. Так, почему ты на меня смотрел? Это же Назим, который вечно хмурится. Привет, я Визирь. Тебе нужна помощь? Тебя зовут Визирь? Меня зовут Низам. Я Визирь, это моя должность. Я управляю большим базаром от имени Академии и решаю различные административные вопросы на улице Сокровищ. По крайней мере, так звучит официально. На самом деле я занимаюсь всякими пустяками, с которыми не хотят иметь дело махаматы. Скоро будет собираться новый хранитель книг, а это много хлопот, хотя это всего лишь отговорка. Например, хранитель книг? Простыми словами, глава дома Даэны в Академии. Хотя каждый может запросить знания у Акаши, но доступ к важным древним книгам и документам возможен без одобрения хранителя книг. Невозможен. Значит, у него есть этот доступ. Вот почему ученые Академии так обеспокоены этим вопросом. Но мне все равно. Однако мы с Вакрамом уже выпили, поэтому я не могу поддержать его, чтобы не навлечь на себя подозрений. Подожди. Что-то это... Например, перед днем рождения Дендрахонта некоторые жители приходят в Академию и требуют плату за проведение фестиваля Сабзерус. Но после ухода Рукхадеваты начальство, похоже, не горит желанием устраивать эту церемонию. К тому же они не хотят решать вопросы жителей. В итоге все эти конфликты ложатся на мои плечи. Жалуйся, не жалуйся, но делами надо заниматься в установленном порядке. Понял? Понял, принял. Что такое? Падисара. О, новое. Подождите. У меня за окном дождик идет. Вот здесь. Падисара. Я решил прочитать, потому что было написано священный. Благородный и очень капризный цветок. Из его бутонов производятся ценные благовония. Окей. В Фонтейне так, было бы глупо, если у всех технологии, а персы этим не пользуются, потому что у них маги. Но на самом деле, да, вот это меня смущает, потому что если вот эта сумерская технология, и тут ее раздают всем подряд, я думаю, что прогресс пошел. Это же как лампочка. В одном месте сделали, и потом все ее делают. Ты так вот говорю, узнаешь лор мира, переобуешься. Посмотрим. Вот я говорю, что переобулся. Алло. Пими, у меня вообще к тебе вопросы. Братец. Это ты? На имя бригады. Это ты? Вы похожи? Да, они похожи. Знай своего противника и знай себя. Лишь так ты станешь непобедимым, верно? Что ты имеешь в виду? Как ты видишь, я из бригады 13. Мы отвечаем за общественный порядок в Сумеру. А воровство – самое распространенное преступление в этом городе. Если я не пойму, как воришки тащат вещи, как я могу отличаться? Вот оно что. Но если мой братишка случайно увидит меня за кражу, он непременно разоблачит мой замысел.
И как тут совершенствоваться? Да-да-да, я все понял. Засранец. Подожди. А, с усатым говорили. Ладно. У тебя лампочка в одном месте. Я не понял, ты что, быканул? И вот я воришка. Я только что украл у продавца с лавки что-то. Овощи. Еду. О, донер делают! Это донер по-любому. Это шаурма. Можно шаурму, пожалуйста? Вот ворую прямо на глазах. Тебя не смущает? Нет. Ну, спасибо. Не украл, а взял продегустировать. А, я понял. Инструменты. Рима. Наемник бригады 13. Привет. У тебя острые глаза, как у сокола. Должно быть, ты тоже хищник. Не нужно оправдываться, я не ошибаюсь. Понял? Рррр. Я котик. Набия. Предсказатель. О, Кысыч. Здравствуйте, Кысыч. Подождите. Предскажи мне, сколько Кысычей у меня будет. Искушение может родить чувство любви, но чрезмерная любовь может обернуться катастрофой. Но, к счастью, они не слишком тебя любят. Понял. Кто они? Харут и Марут. Они тени Они. Свободные, ничем не связанные существа. Они мои кошки. И мои кошки. В таком случае искушение и любовь это... Кошки бывают любопытными, хотя у кошек очень много достоинств. Их любопытство, их слабость. Из-за их любопытства рыба бьется на берегу. Что? А птица оказывается прикована к земле. Для рыбы и птицы разве это не катастрофа? Понял. Ну, мне сказали, что меня котики не любят. Я вот это осуждаю. Слышь. Ладно. Авена и Лемта. Думаю, потом надо бы туда прогуляться. Простите, что напоминаю, но ваш план путешествия... Да, знаю, я все помню, просто хочу купить пару диковинок Сумеру перед отъездом. Пройдешься со мной по магазинам. Я заплачу тебе как за сопровождение искателей приключений. Не обделю, не переживай. Но дело не в деньгах, просто обычно моя работа не подразумевает помощь по тасканию сумок в центре города. Я оказалась неподготовленной, взяла с собой в Сумеру только снаряжение для дайвинга. Рассматривая это как покупку припасов для приключений. Ай, ладно. Ну вот. Официантка в таверне. О, таверня! Таверна. Сышань, ты из Лиюэ? Добро пожаловать и прекрасного дня. Похоже, вы и не из здешних, да, я тоже так думаю. Вы очень проницательны, я из Лиюэ. Сейчас я одновременно и работаю, и готовлюсь к экзаменам. Я с детства любила наблюдать за кораблями, входящими в гавань Лиюэ и выходящими из нее. Смотреть, как они причаливают, как разгружают и загружают товар. Со временем я увлеклась кораблями всех видов. Надеюсь, я смогу углубить свои познания в академии. А в свободное от работы время я могу обсудить корабельные вопросы со знакомыми учеными, студентами или работниками. Сначала я опасалась, что нехорошо их беспокоить во время отдыха, но кто бы мог подумать, что ученикам академии так понравится болтать со мной. В Лиюэ есть одна очень хорошая поговорка. Будет воля, будет и успех. Я обязательно сдам экзамены академии. Давай, удачи. Удачи тебе. Опять шавуху делают. Блин, пацаны, ну за что? Я что ж хочу? Доска уведомлений. Рекламный щит таверны Ламбада. Блюдо дня. Рыбный рулетик ламбада. Хороший день начинается с пропущенного стаканчика. Понял. Так.
На кого? Я кручу Навию. Джафар. Джафар! Капец, ты растолстел, Джафар. Ты же должен был Аладдина убить, забрать лампу. Прекрати есть. Иди и работай. Даже если ты ученый, все равно должна быть твоя собственная жизнь. Ты ученый? К сожалению, да. Но, к великому счастью, я, в отличие от своих коллег, понимаю одну простую истину. Наука – это не вся жизнь. Если целыми днями работать, не покладая рук, каким бы выдающимся ни были результаты твоих исследований, жизнь все равно пройдет мимо тебя. Поэтому нужно больше общаться с теми, кто рядом, болтать о том, о сём. Только так можно сохранить гармонию тела и духа. Я понял. Хотя из-за этого мне приходится работать допоздна с удвоенным усердием, но с другой стороны, днем все равно ученики вечно отвлекают своими вопросами. А да, мы только что с такой общались. Так что лучше уж познакомиться с исследователями ночью, в тишине. Исследованиями. А не забывай о здоровье. Эх, и то верно. Я понимаю, что я понимаю это, но я не могу отдать всю жизнь исследованиям. Ну ничего, буду пить больше молока и следить за качеством сна. И ты тоже не забывай. Что дал? Ты мне бургер дал? Молоко дал. А вот здесь, кстати, музыка вообще какая-то не свойственная этому месту. Ламбад. Это в честь тебя заведение, что ли? Здорово, подруга. Что сегодня будешь есть? Если не знаешь, что выбрать, возьми рыбные рулетики ламбада. Я не ем рыбу. А между прочим, посуду в таверне только что сменили на новую. Это, конечно, очень радует. Расскажи о себе. Вчера я был моряком, а сегодня стал хозяином таверны. Почему мои вина отдают пронизывающим холодом морского ветра, а морепродукт отличается такой свежестью? Потому мои вина отдают пронзающим холодом морского ветра, а морепродукты отличаются такой свежестью. Эта таверна была построена за одну ночь, ничего себе. Только мой так когда мной так восхищаются, мне даже становится немного неловко. Хоть это и было преувеличение, но великим моряком я и вправду был. Я проходил сквозь бури и грозы, что своей яростью превосходили даже Сёгуна Райден, слышь. Я раскалывал самые крепкие льдинки, что были тверже сердца самой царицы Снежной. И это не самые мои великие подвиги. Мой самый главный подвиг, что я пережил все это, смог целым и невредимым вернуться в Сумеру и открыть здесь эту оживленную таверну. Ты что, дурак? Ты что, дурак, скажи? Расскажи мне о рыбных рулетиках ламбада. Этот рецепт я придумал сам во время одного из своих приключений в молодости. Блюдо получилось на удивление вкусным, и я дал ему славное имя ламбада. В те годы, путешествуя по всему свету, я пробовал жареную рыбу Манштата, Лиуэ и Надзумы. И я подумал, что свежий воздух Сумеру тоже нельзя лишать аппетитного аромата жареной рыбы. Тогда-то и появилось известное блюдо рыбные рулетики ламбада. Оно включает в себя не только жареную рыбу, но и особые сумерские лепешки. Это блюдо легко усваивается и даже на море во время качки. Конечно же, такое гениальное изобретение достойно носить славное имя ламбада. Ты такой высокомерный пес. Могу я попробовать? Конечно, и рыба, и печенье все свежее. Бери, только руки не обожги. Давайте попробуем. Давайте попробуем, раз такое вкусное. Опять же, не фанат рыбы, но... О, кстати. Пита. Написанный от руки рецепт изготовления питы, в котором мелкими буквами изложены подробные советы по ее приготовлению. Почерк кажется неустойчивым, некоторые буквы выглядят неровно, так бывает при болезни. Однако все слова рецепты выписаны автором с аккуратностью. Если научитесь готовить питу, не забудьте посетить Ганхарву и поделиться с ней этой прекрасной едой. Надо, да. Блин. 18 часов у меня луна закончится.
Надо использовать. Так, он дал нам еду. Еду-беду. Что это такое? Бамбум. Не-не, нам нужна это. Нам нужна какая-то рыба. Колонка деликатесов. Мечты об исцелении. Особое блюдо Мидзуки. Мидзуки, 2 очаровательных маленьких Юэкуйбаку устроились рядом, крепко закрыв глазки. Их милый и беззаботный вид заставляет задуматься, какие сладкие сны они видят. Вдруг, откусив кусочек, вы сможете разделить их волшебные грезы. Давайте. Хрум. Так, что он нам дал? Искушение адептов он нам не давал. Блюдо из будущего. Сладкий сон, вкусный. Да где? Орехи, чай. С печенюхами. Вкусный. Так, давайте посмотрим сначала. Так, это мы точно нет. Вкусный сверкающий. Это мы видели и победная легенда. Как там, как его звали? Если увижу, я по-любому узнаю. Вкусный ба-ба-ба. Ба-ба-ба. А где? Он мне что, не дал еду? Максимальная забота. Сливочное рагу. Вкусное сливочное рагу. Фокус-покус. Это что такое? Увеличивает шанс крит попадания и крит урон всех членов отряда на 20% на 5 минут. В совместном режиме, да, понятно. Особое блюдо линия. Он накрывает выбранный вами плод бархатом, затем поднимает его и вуаля. Вас встречает разноцветное ассорти жевательных конфет. Вы пробуете одну и сразу же другую. Чувствуете, как меняется настроение. Неужели великий фокусник наложил на вас чары, пока никто не видел? Это что там? Где я вообще это взял? Вкусный, па-па-па-па. У меня нет этого блюда. Он мне сказал, что он дал ламбаду свою. Я что, гоню? Я хочу попробовать твою дурацкую ламбаду. Алло. Короче. Зажал, все понятно. Так. Пойдем наверх. Красиво. Может тут прививку сделать? Музыка вообще не в тему. Прям вот максимально не в тему. Ну ладно, уходим. У него рецепты... О, сейчас купим рецепты. Культуры здесь процентов 30-40. Окраины суммируют пустыни. Некоторые регионы, по большей части, имеют вайбы до Египта, Персии и тропические нотки. Кто это сделал? Кто это сделал, я спрашиваю, алло. Кого забананить? Расчисляем бананы туда. Я так полагаю, это опять Пимка, да? Мне опять придется Пимку бананить. Я ее вчера забананил. Сегодня придется опять, получается. Так. Угу. Я тут ни при чем. А кто при чем? Кто сделал? Покемон, я тебя это забананил. Не так, как Пимку, но забананил. Так. Би. Пимка, ты мне врешь сейчас? Скажи честно. Что за отношение к подаркам страны? Я баню за подарки. Мне не надо... Я за донаты забананю. Оло. Утренний кусь. Здравствуйте. Это... Да не я это. Все понятно. Пимку забананю. Ладно. Спасибо большое, призрачный донатер. Скука, наверное, сейчас сидит и в шоке думает, что за мудак какой-то непонятный на стримере. Но у нас тут такие правила. Донатить нельзя, донатить запрещено. Все это знают, а вот кто-то донатит, и мы их баним.
Все просто. А, подождите! Подождите! Стоп, стоп, стоп. Я опять к нему вернусь. Последний раз. Я заодно пока попью. Донать нельзя, но если хочется, то можно. Нави в конце стрима. Я напомню, у меня 50 на 50. И я напомню, это уже почти конец стрима. Так, да, новая посуда? Да, недавно в таверне случилось происшествие, и новая посуда пришла в негодность. И посуда пришла в негодность. Но нет худа без добра. Теперешнюю посуду поручили обжигать ремесленникам из Кшахривара, а ее украшают ее ученые из Хараватата. Таратата. Во всем Сумеру не сыщешь второй таверны с такой роскошной отварью. Так что небольшие происшествия — это не всегда плохо. Понял? Все, теперь понял. Переводи мне то, что не нужно тогда. Нет, даже несмотря... Типа, раньше много донатили. Я начал людей ругать. Они перестали меньше донатить. Некоторых банил, они уходили на ютубчик, потому что на ютубчике донатить нельзя. А в ТикТоке я не могу запретить им донатить. Вот. Теперь они мне в Геншине, несмотря на мое отношение к донатам, я их вот ругаю, говорю, что они вот нехорошие люди, редиски, все равно донатят. Значит что? Люди мазохисты. Камал. Надеюсь, Академия не будет вмешиваться в действия Искателей Приключений. Привет. Привет, я Камал, глава гильдии Искателей Приключений. Я бывший моряк, поэтому могу дать несколько советов, если решишь отправиться в морские путешествия. А если захочешь побывать в Сумеру, где-то еще, могу показать дорогу. Благодарю. Сумера стоит на священном древе, верхние уровни занимает Академия, а нижние простые жители. Если хочешь роста в учебе или карьере, поднимайся наверх. Если ценишь комфорт и покой, выбирай окрестности Большого Базара. Так, секунду. Я окно закрыл, это там шум. К Сумеру прилегает большой участок тропического леса. Если вырасти... Что? Его вырастили ученые под руководством Рукхаведаты. Лес помог Сумеру пережить трудные времена. Но заходить вглубь леса – плохая идея. Можно столкнуться с дикими зверями или попасть в зону увядания. В случае опасности обязательно зови на помощь лесного дозорного. В окрестностях тропического леса есть много мест для отдыха. Например, Ганхарва. Где собираются лесные дозорные и ванары. А еще тихая деревня Вимара. На юге находится порт Ормас, крупнейший торговый порт Сумеру. Практически все водные пути в город проходят через него. За пределами тропического леса. Двигаясь на запад через караван Рибат, можно добраться до пустыни, где погребен царь Дешрет. Многие искатели приключения горят желанием там побывать. Но пустыня полна опасностей, даже небольшая песчаная буря может стать серьезным препятствием. Если надумаешь ехать, лучше найти надежного проводника в деревне Аару. Деревня Аару – небольшое поселение в пустыне, местные очень добры к путешественникам и бродячим исследователям. Кажется, там есть заброшенный медицинский центр, опечатанный Академией. Я знаю, что искатели приключений очень любопытны, и им не нравится, когда Академия или пустынники вмешиваются в их планы. Но это довольно скверное местечко. Просто я хочу предостеречь себя от необдуманных поступков. Там зомби! По-любому, это ж... Алло, это же доска. Там зомби. Это была корпорация Амбрелла. К звездам и к безднам. Приветствую вас, путешественница Ипайман. Катерина, привет! Нам нужна твоя помощь. Гильдия Искателей Приключений к вашим услугам. Чем могу помочь?
Катерина, мы хотим встретиться с малой властительницей Кусанали. Ты не знаешь, как это можно сделать? Так вы хотите встретиться с Архонтом Сумеру? Пожалуйста, подождите минутку. Может, Катерин сделали в Сумеру? Алло, грузись. К сожалению, я не могу найти никакой информации об этом в Акаши. В своих воспоминаниях я также не смогла найти ничего связанного с этим божеством. Результата 0. Ну и если даже Катерина не в силах нам помочь, то Паймон сдается. Паймон не знает, к кому еще можно обратиться. Пожалуйста, не волнуйтесь, я знаю, кто может вам помочь. Сумеру гильдия Искателей Приключений не самая информативная организация. Здесь существует множество очень активных маленьких больших бригад наемников, называемых пустынниками. Они берутся за любое задание по всему Сумеру, и потому весьма хорошо осведомлены. Мы, кстати, уже встречали таких в начале, на входе. Бригада 13, отвечающая за оборону Сумеру, не только одна из старейших бригад, она также управляет остальными бригадами и координирует их деятельность. Бригада 13. Странное название. Она так названа по числу членов бригады на момент ее основания. У бригады 13 есть советник по имени Асфанд, который часто контактирует с нами. Несмотря на то, что он уже отошел от дел, он по-прежнему пользуется большим уважением, и его слово имеет вес. Я помогу вам связаться с ним. Вы можете встретиться с ним в цитадели Регзара, штаб-квартире бригады 13. Спасибо, Катерина. Не стоит благодарности. Желаю вам удачи. Гильдия Искателей Приключений с нетерпением ждет ваших успехов в Сумеру. Давай. Итак, далее мы отправляемся в цитадель Регзара. 30, алло. 30? Не 13? Что-то я с ума сошел, походу. Окей, извините. Так, тут мы все забрали. Так, я чатик обязательно. Все, что вы пишете, я обязательно потом все почитаю. Так, здесь все понятно. У них очень прикольная архитектура. Кто играл в RF Online, это очень похоже на то, как... немножко напоминает то, как Укор все это делал. У них тоже вот такие непонятные мосты туда-сюда, вот это все запутанное. Ну, там, конечно, это все просто, но имеется в виду, что стиль похожий. Так, нам вон туда. Кто? Вот. Я всю свою жизнь играю... Эндрюс! Брат! Родной от мамы другой! Прекрати! Добро пожаловать! Гильдия Искателей Приключений рассказала мне о вас. Эндрюс! Эндрюс, прекрати! Ты зачем? Меня Эндрюс пытается совратить. Я понял. Здравствуйте, Асфанд. Мы бы хотели кое о чем тебя спросить. О чем? Так, что это за многозначительная память? Ну так вот почему Катерина отправила. Так вот почему Катерина отправила вас ко мне. Мы, пустынники, действительно общаемся с самыми разными людьми. Но я не могу помочь вам получить аудиенцию у Денра Архонта. Что? Вот как? Ничего не могу поделать. Пустынники не придерживаются верований и мало что понимают в божествах. Поэтому мы можем извлечь из Акаши еще меньше информации, чем вы. Мы родом из пустыни, где божества давным-давно пали. После их падения пустынникам приходилось рассчитывать только на себя в вопросах выживания. Мы никогда не обращались за помощью к божествам. Но дело не только в нас. По-моему, большинство жителей Сумеру нет дела до малой властительницы Кусанали. Почему?
Причиной тому Академия. Именно она управляет всем в Сумеру. Несмотря на то, что люди там верят в Архонта, они по сей день поклоняются именно великой властительнице Рукхавидатте. По их мнению, великая властительница Рукхавидатта создала Сумеру и оставила после себя Акашу, в то время как малая властительница Кусанали стала новым Архонтом только по воле случая. Что касается простых людей, то под влиянием Академии они, естественно, больше любят и уважают великую властительницу Рукхавидатту. Более того, малая властительница Кусанали не только никогда не появляется на публике, но и сама Академия почти ничего не публикует о ней. Поэтому для большинства жителей Сумеру она является не более чем божеством, которое просто существует. Правда? Незавидное у нее положение. Кто знает. Это ведь просто догадки. Да и думаю, божество мудрости нет дела до того, что думают простые смертные вроде нас. Асфанд, спасибо, что поделились с нами этой информацией. Не за что. Рад помочь гильдии искателей приключений. Понял. Я не опоздала, ты опоздала на 2 часа. Выйди из... что было написано? Господи, опять все пропустил. Эх, похоже, здесь все разделяют мнение Асфанда. Они не только совершенно не интересуются Дендрархонтом, но и не говорят что-то вроде: раз Акаша считает, что мне не нужно знать, значит мне и правда не нужно. С тех пор, как мы пришли в Сумеру, мы находимся в постоянном поиске новой информации, но чем дальше, тем безнадежнее это выглядит. Не может такого быть, чтобы во всем городе Сумера не нашлось ни одного человека, которого бы не заинтересовала малая властительница Кусанали. О, вас тоже интересует малая властительница Кусанали? Ты кто? По всей вероятности, вы чужеземцы, которые только что прибыли в город Сумеру. И, похоже, вы хотите узнать о малой властительнице Кусанали, верно? Простите мои манеры, позвольте представиться. Меня зовут Дуньярзада. Я почитаю малую властительницу Кусанали. Правда? Значит, ты знаешь, как мы можем просить аудиенции у Дендрархонта? Этого я не знаю, но ваш разговор только что напомнил мне легенду о Дендрархонте. Легенда? Что за легенда, можешь рассказать? Конечно, давным-давно одному человеку было предсказано, что его постигнет великое несчастье. Тогда, преисполненный страха, он решил обратиться за помощью к Дендрархонту, надеясь, что она поделится с ним своей мудростью и поможет ему преодолеть кризис. Он пересек пустыню, прошел через тропический лес, преодолел всевозможные трудности, но нигде не нашел следов Дендрархонта. Дендрархонт оставил меня, подумал он в отчаянии, и ему ничего не оставалось, как смириться со своей судьбой. Что было дальше? Дальше случилось несчастье. Но чего он не ожидал, так это того, что опыт, полученный во время путешествия, поможет ему самостоятельно преодолеть кризис. В этот момент на его плечо опустилась птица, которая была воплощением Дендрархонта. Она сказала: «Искатель, теперь ты понимаешь, ты уже нашел ее и преклонился ее и проникся ее мудростью. Мы в каждом цветке и в каждой травинке, на обочине дороги, в сияющем солнце и в неуловимом ветре. Пока ты не перестанешь мыслить, мы будем повсюду». Поистине удивительная легенда. Спасибо! Эта легенда подняла Пайман настроение. Мы можем сказать, что эта легенда также является воплощением Дендрархонта. Дуньярзада, значит, ты почитаешь малую властительницу Кусанали. Можешь еще что-нибудь рассказать о ней? Конечно! Знаете ли вы, что... Ой, извините, мне пора идти. Поговорим в другой раз. Что такое? Кто подошел? Я чуть не заметил. Мужик? Тетка, бабка? Подожди, что случилось? Мужик. Кажется, это связано с теми людьми. Похоже, они кого-то ищут.
Дуньярзада была очень взволнована. Неужели они гонятся за ней? Ну уж не, теперь, когда мы наконец хоть что-то узнали о малой властительнице Кусанали, мы не можем позволить им помешать нам. Давай отвлечем их, а потом догоним Дуньярзаду. Эй, вы случайно не видели девушку с каштановыми волосами в длинно-светло-голубом платье с фиолетовым верхом? Мы ищем ее. А у нее еще запястья забинтованы. Да, это она. Вы видели, в какую сторону она пошла? Она пошла туда. Пойдем, догоним ее. А Пайман разве не показала, куда она реально побежала? Мы отвлекли их, давай поторопимся и найдем Дуньярзаду. Сейчас кадр, где ее просто ведут эти чуваки. А-баба. Объявление магазина Манакери. Наш магазин занимается реализацией ювелирных изделий и антиквариата. Для уточнения списка имеющихся в наличии изделий обращайтесь к хозяину магазина. Спешите, ассортимент ограничен. К сведению покупателей, если полюбившийся вам товар ушел в другие руки, или если вам понравился предмет из личной коллекции хозяина, не отчаивайтесь. Как сказал один мудрец, у любого путника остаются непокоренные вершины. Понял. Ювелирка. А баба? А вот. Меня не поймали. Дуньярзада, вот ты где! Мы думали, что ты уже далеко отсюда. А, это вы! Как же вы меня напугали! Не волнуйся, мы направили твоих преследователей по ложному пути. Правда? Большое спасибо. Но я не думаю, что они единственные, кто придет за мной. А, стой! С той стороны тоже кто-то идет. Другие преследователи? Тогда чего мы стоим? Бежим! Подождите, я не очень хорошо себя чувствую. Я не могу бежать. Надо найти укрытие. Хорошо, предложение. По дороге в порт есть таверна. Уверена, им в голову не придет искать меня там. Хорошо, пойдем туда, держись позади. Путешественница и Пайман предупредят тебя в случае опасности. Ну, пойдемте. В таверне мы уже были. Да? Там сидит чувак очень пафосный пес. Секунду. Может, превьюшка будет? Красиво. Пришли. Здесь они точно нас не найдут. Дехья! Стой, Дехья! У меня аж мурашки прошли. Дехья! Привет! Я тебя так долго... Ты была первая у меня. Я не знал, откуда ты. Я не знал, кто ты. Но ты была у меня первая. Дехья. Я думал, это у тебя ушки, это у тебя прическа. Ты понимаешь? Ты чувствуешь нашу связь? Аж захотелось вернуть ее в отряд. Госпожа, кто это? Это путешественники издалека, которых я встретила по дороге. Они помогли мне спрятаться, когда узнали, что вы меня ищете. Ясно. Тогда вам лучше уйти отсюда и поскорее. Дело вас не касается. Подожди, кто ты и почему ты нас выгоняешь? Я телохранитель госпожи Дуньярзады. Я здесь, чтобы доставить ее домой в целости и сохранности. Прошу, пройдемте со мной. Вас так долго не было дома, ваши родители волнуются. На самом деле, кто смотрел реинкарнацию безработного, она мне так сильно напоминает Гиллин, которая там тоже кошка-жена была. Очень откровенно одетая. А если я скажу, что никуда с тобой не пойду? Я надеюсь на ваше благоразумие. Если вы будете сопротивляться, мне придется приволочь вас домой, как мешок картошки. Эй, она ведь сказала, что не хочет возвращаться. Зачем заставлять ее? Не лезьте в это. Вы просто не знаете, о чем речь. Прошу прощения, госпожа. Хоть я и ваш телохранитель, но меня наняли ваши родители. Я несу ответственность перед своими работодателями. Сколько?
Вы о чем, госпожа? Сколько тебе заплатить, чтобы ты стала работать на меня и перестала слушать приказы моих родителей? Удвоить твой гонорар или утроить? Дай мне время, и я соберу нужную сумму. Госпожа, дело не в деньгах. Я не знаю, что вы думаете о пустынниках, но я могу сказать следующее. Ради Мора я готова на многое, но я никогда не поступлю своими принципами. Я ищу вас не только по просьбе моих работодателей, но и потому, что так велит моя совесть. Вы нездоровы, и долгие прогулки в таком состоянии вредны для вас. Сделайте одолжение своим близким и не будьте такой упрямой. Нет, ты ошибаешься, я хорошо знаю свое состояние и знаю, что делаю. Единственные упрямцы — это мои родители. Они знают, что если я буду дома, ничего не изменит. Они знают, что если я буду дома, это ничего не изменит. Но не хотят принять реальное положение вещей. Каждый раз, когда я пытаюсь поговорить с ними об этом, я как будто разговариваю со стеной. Техи, ты уже давно с нами и должна знать все это. Дехия, я знаю, что моим родителям нелегко. Я благодарна им за все, что они сделали для меня. Но в этом мире есть еще кое-кто, кому я благодарна. Поэтому именно она спасла меня. В глубине души я люблю ее так же сильно, как своих родителей. Это моя жизнь и мой последний шанс. Я хочу сделать что-то значимое. Госпожа, вы уверены, что что-то, что вы сделаете, действительно значимо? Что-то. Да, по крайней мере, для меня это так. Хорошо. Госпожа, я больше не буду просить вас вернуться со мной. Но я хочу, чтобы вы кое-что уяснили. Я делаю это не потому, что согласна с вами, а потому, что уважаю ваше решение. Спасибо, Дехи. Прости меня за грубость и за то, что обидела тебя упоминанием о деньгах. Все в порядке, госпожа. Я ведь говорила, что Мору я люблю. Про это мы еще поговорим. Сегодняшний переполох заставил всех телохранителей покинуть дом и отправиться на ваши поиски. Будет нелегко защитить вас от гнева господина. Это вас, конечно же, не остановит в следующий раз. Прежде чем сбежать из дома, сделайте так, чтобы ваша комната и вещи не вызывали подозрений, и попросите кого-нибудь прикрыть вас, пока вы отсутствуете. Госпожа, почему бы вам не нанять меня? Это было бы хорошим решением для всех. Что касается оплаты, половины от того, что дает ваш отец, будет достаточно. Вы можете заплатить после возвращения домой. Договорились. Отлично! Похоже, они пришли к взаимопониманию. Дуньяразада, ты в порядке? Да, все хорошо. Просто ощутила, что устала, когда накал спал. Госпожа, хватит бодриться. Вы еле на ногах стоите. Блин, я уже не могу читать, надо заканчивать. Мы можем немного отдохнуть здесь и перекусить. Извините, что доставил вам столько беспокойства. Присоединяйтесь к нам. Хорошо. Когда тебе станет лучше, мы бы хотели узнать побольше о малой властительнице Кусанале. Все. Так, мы закончим вот это на следующем стримчике. Так, что там произошло? Он меня не понял. Жаль, что в этой игре нельзя сохранение делать. Ну все, МГ или новую игру. Плюс. РФ. О, господи, Эндрюс. Все, забаньте Эндрюса. Не опоздала, та-та-та. Вообще, интроверты. Ты такой вежливый, что на своих ошибках просто извиниться нам. Ну да. Так, не нужно думать. Так, какая Зада? Зада? Что? Не понял. Это, видать, что-то я сказал не так. Что он всю жизнь в РФ Онлайн. РФ Онлайн — это Rising Force Online. Это игра, это такая ММО.
Эндрюс меня забулил, так как он живет там. Все понятно, все. Больше с Эндрюсом не разговариваю. 6 минут. Кошка-мать вышла из подвала. А Пими соболезную. Она у него первая. У ушки есть прическа. Да я знаю. Так, у которой железные задницы, да. Для Гиллен. Ей еще повязку на глаз, да. Еда готова, да, я уже заканчиваю. Крутки в студию, да-да-да. Привет, когда стрим начался? Стрим начался 2 часа 14 минут назад. Давайте мы вернемся. Давайте мы здесь сделаем превьюшку. Быстренько. Быстренько сделаем превьюшку, крутанем и закончим. Потому что уже еда готова. Ой, как хорошо здесь. Вот так. Вот так. Достижение, кстати. Чудеса света, голос Акаши. Услышьте голос небесной мудрости. Дай. Друзья, не понял. Кто такие? Нейли. Кто Нейли? Привет, привет. Ну это конец. Так. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Что мы хотели? Плюшка. Вот так, вот так. Вот так, вот так. Алло, куда солнышко ушло? Верните солнышко. Во. Так, чё, убери куклу. Во. Во. Вот плюшка будет. Вот. Наши новые... Хотя, можно вот на этом фоне я сделаю? Не смотри туда, не смотри туда. Смотри на меня. На меня смотри, говорю. Так, вот так. Да, ой, вот хорошо. Прям хорошее. Вот так. Все. Так, я вас возвращаю. Я вас даже включаю. Странный вопрос к стримеру. Какой? Чем занимаешься? Мы проходили сюжет Сумеру, а сейчас мы заканчиваем стримчик. Сейчас мы быстренько сделаем круточки, немножко покрутим шарманку, и на этом будет конец. Ну, на 16к, Мика 16к, Рома 15к. Вы сумасшедшие, какие 78 тысяч лайков. Говорит, Таблин? Таблин. Ты можешь посмотреть запись, если очень хочется. Так, вот это мы создаем, кстати. Потом мы забираем вот это. Мы же это за ба-ба-ба-ба. Ладно. Мы забираем вот это. Нуна говорит, вот так вот. Маник потом оплатишь. Не-не-не. Пими говорит, я кушать хочу. Все, к звездам и безднам. Дядя? Добро пожаловать в гильдию искателей приключений. Гильдия благодарит тебя за выполненное поручение. Вот твоя награда. Все, спасибо, мать. Прости, я спешу, меня сейчас побьют уже, походу. Экспедиции, получить все. Повтор, закрыть. Еще раз. Вот это. Бам, бам, бам. Пими Крутки говорит, сюда. Да, вот. Эндрюс говорит, Уже угрожает. крутим, вертим, быстро. Крутим, вертим. Быстро, быстро. Чтобы никто не увидел, никто не почувствовал. Поехали. Ждем Навию, напомню. Мы ждем Навию. Анамика говорит, Металлическая сейчас тень. Пимка начнет грызть Да. стену. Джилтошек говорит, Пимка злится. Это страшно. Рогатка. Не нравится мне. Эндрюс говорит, щадих я прилетло. О, здрасте. Да, сюда. Домой. Навия, здравствуйте, Милкис добро говорит, а я пожаловать. молодец, уже Заходите, 15 раздевайтесь. суток на я. Сюда. Мику накопил. Нуна говорит, Красота. Милкис говорит, накопил множественно. Е-е-е. Анамика говорит, Грац. Спасибо. Пими говорит, Грац. Спасибо. Нуна говорит, Грац. Почему Красота. он говорит, сюда? Мликс Сюда. говорит, Е. Так, Джилтошек смотрите. говорит, сюда. Я не буду. Епи Давайте говорит, посмотрим, сколько у меня наколдовал. сигна откручено. Даньяр Шеймарданов говорит, поздравляю. Сами боди фон Ничего не говорит, откручено в задницу. сюда Не буду. ее. Все, тогда я остальное не Покемон сливаю. Или нет, Нави почему не дома. сливаю? Я на эскафе Эндрюс говорит, полью чуть-чуть. Ебое крутим сигну. Да? Да. Нуна
говорит, не зря, не зе. Я выиграл 50 на 50, напомню. Джилтошек говорит, поздравляю. Спасибо. Милкис говорит, вот это я Изумрудный вовремя. шар. Милкис говорит, сюда. Даньяр Тебе. Шеймарданов говорит, да, остальное, наружку. Наталья Дубовицкая Черная говорит, кисть. поздравляю. Спасибо. Пими говорит, красота, Мгм. красота. Мгм. Пими говорит, все, он увидел Навию и забыл. Рогатка, что забыл? Эндрюс говорит, оружейка то. Так что можно крутить. Нет, оружейка скам, так что не Гибли буду говорит, крутить. Пими пусть его теперь Навия кормит. Луна Металлическая говорит, тень, а прекратите. говоришь, не донатить. Смерть Кого говорит, забанить? здорово, Тенра, как дело? Привет, Пими все говорит, нормально. япли, согласна? Где она? А, кстати, она где качает? А, блин, она фонтейновская, ё-моё, я же опять не смогу ее качать. Ладно, я буду входить в вас. Я буду Эндрюс входить в говорит, вас и ну, качать ее. наспалились. Смерч говорит, как жизнь и настроение. Все Милкис нормально, говорит. спасибо. Меня? Да, в заднем. О, не так далеко, кстати. Нуна говорит, смеется до слез. Но немножко в другой степи. Так, окей. У нас есть еще одна крутка. И быстро, Нуна быстро к говорит, кучу уходим. Это не я, Ола. Быстрей, быстрей, Покемон говорит, быстрей. как страшно звучит. Во. Что-то еще выпало. Сегодня хороший день. Милкис говорит, можешь Песня зайти ко мне странника. в мир? Это же Казик, да? Это то, что вы Милкис Казиком говорит. называете? Помогу какой- прокачать. Не, это потом на Говорит, страничке мы рандом сделаем. Поздравляю выигрышем Тенра, брат. Спасибо. Эндрюс говорит, ну ладно, рассказывает Дон Корлеоне. Нуна говорит, казино? Да. Ладно, все, я уже паникую. Так, чатик, все. Всем большое спасибо за сумасшедшее количество лайки, за подписки и подарки. И спасибо призрачному донату за донат. Но, пожалуйста, так не делайте. Мы выбили Навию. Это самое главное достижение стрима. В основном мы очень хорошо окунулись в мир Сумеру. В этот город, пообщались с многими, узнали, кто чем дышит и вообще, какое у людей мировоззрение. У нас чуть-чуть, по крайней мере у меня, поломалось восприятие Геншина, потому что появился Акаша появился, и он меняет представление о Геншине, потому что вот то, что я сейчас вижу, это мир меча и магии. Вот эти ворота, это вообще вот это вот все, это из Атаки Титанов. Вот. А тут добавилось еще технологии очень продвинутые. И сейчас непонятно, как они были с Аркаша. Да. Ладно, всем большое спасибо. Спасибо, что провели это время со мной. И на этом мы заканчиваем. Всем пока. Следующий стрим пока не скажу. Могу в Телеграме, можешь подписаться на Телеграм. Я там делаю анонсы, но это не обязательно. Всем большое спасибо, всем пока. И как всегда на прощание. Какой дядя Фатуй? Алло. Все, я ухожу. Все. Пока. YouTube Twitch Трова. Вам отдельное пока-пока. И спасибо еще раз за лайки на ТикТоке, которые вы там накакали, натапали. Давайте.